От пациента. Пластика ПКС и резекция внутреннего мениска 2017 года и ночь пластика 2018 года. Вопрос вот такой. МРТ 2021 года есть разрыв корня внешнего мениска. МРТ 2023 года разрыва мениска нет. МРТ 2024 года разрыв снова есть. В 2024 году надорвал боковую внутреннюю связку, поэтому и делал МРТ 2 недели назад. Основной вопрос про целостность менисков. Прикрепил ссылки с исследованиями на Яндекс.Диск МРТ 2024 года, также в папке фотоэпикризов после операции и заключений после МРТ. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 24 лет. Дата исследования 1 февраля 2024 года. Область исследования – левый коленный сустав. Суставные поверхности ровные, с признаками субхондрального склероза. Гиалиновый хрящ суставных поверхностей прослеживается, неравномерно истончен. За надколенником слой жидкости до 8 мм, вдоль мощелков бедренной кости и в полости сустава определяется значительное количество свободной жидкости. Периартикулярные ткани отечны. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Пателофеморальное сочленение МР-сигнал от суставного хряща надколенника диффузно неоднороден по всей его толщине. Целостность медиального и латерального удерживателя надколенника сохранена, они несколько отечны, разволокнены, в большей степени медиальной. Надколенник 2 типа Пауиберг. Индекс инсалсалвати 0,84. Клетчатка Гоффа развита обычно, отечно. Данных за наличие кисты Бейкера не получено. МР-картина протезирования передней крестообразной связки, целостность импланта сохранена. Признаки отека, разволокнение латеральной и медиальной коллатеральных связок, в нижней трети задняя трестообразная связка разволокнена. Признаки дегенеративных изменений медиального мениска одни степени, мениск резицирован, снижен по высоте. Признаки дегенеративных изменений латерального мениска одни степени, на фоне которых определяется косой разрыв заднего рога с выходом на одну поверхность мениска. Заключение. МР-картина состояния после протезирования передней крестообразной связки, резицирования медиального мениска, разволокнения отека задней крестообразной связки, медиальной и латеральной коллатеральной связок, медиального и латерального удерживателя надколенника, хондромаляции надколенника 3 степени разрыва латерального мениска 3 степени постала, дегенеративных изменений медиального мениска 1 степени, выраженного синовита, артроза левого коленного сустава 1-2 степени. Рекомендована консультация травматолога. 15 февраля 2024 года, М.Н., доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Разрыв латерального мениска 3 степени есть, также есть повреждение почти всех крупных связок сустава. В суставе много жидкости, есть признаки формирования артроза. Вам нужно показаться травматологу для купирования явлений синовита.